В этом видео мы поговорим про ферал друидов Пандарии. По моему мнению, это дополнение для ферала стало самым крутым по динамике и по технической части. Более интересной механики игры не было ни до, ни после Пандарии. На базовом уровне изменений по сравнению с Катаклизмом не очень много. Держи на себе Savage Roar, а на цели Рейк и Рип. Все как всегда. Но появились нюансы, которые проведут водораздел между хорошим и средненьким фералом. Но обо всем по порядку. Раса. За Орду мы берем тролля и за берсерка и плюс к урону по бестам. Часть боссов будут классифицированы как звери, а за альянс Воргена из-за 1% крита. Таланты. Я не буду рассказывать обо всех, только о тех, которые нас, как ферала, интересуют. Первый тир – мобильность. Первый талант – это пассивное увеличение скорости бега на 15%. Пригодится на затяжных перебежках, например, на танцах Воли Императора. Второй талант – маговский блинк. После блинка дает ускорение на 50% на 4 секунды. Один из самых крутых талантов в этом тире. Дает возможность преодолевать всевозможные барьеры, как то стены на Элегоне или шеренги на Спирит Кингах. Кроме того, позволяет моментально сокращать дистанцию без привязки к цели, в отличие от стандартного Pharaoh Charge. Третий талант – это набор стандартных Pharaoh Charge плюс парочка новых для Travel формы и Human формы. Второй тир – Heal. Здесь и Zero Gift, остальное слишком ситуативно. Третий тир – Контроль. В зависимости от потребности рейда или Маскорни, или Совиный Тайфун. Четвертый тир. Вот здесь интересней. Мы рассматриваем только душу леса и трентов. Душа леса возвращает часть энергии за финишер в зависимости от количества комбо-поинтов, с которыми мы этот самый финишер нажимали. Например, Savage Roar стоит 25 энергии, но при использовании скилла с 5 комбо-поинтами вы потратите всего 5 энергии. Прекрасный талант для тех, кто только осваивается с фералом. И тренты. У нас появляется 3 заряда трентов. Трент наносит маленький урон с руки, а также вешает свой рейк, который скалируется от проков, которые есть на нас. Использование трентов не тратит ГКД. По симкрафту тренты в Soul Target дают больше ДПС, чем душа леса. Но этот талант требует прекрасного менеджмента энергии, четкого понимания, как фералом нужно играть. Поэтому новичкам я бы все-таки рекомендовал для начала взять душу леса. Пятый тир. Снова контроль. В основном от нас нужен или вихрь, затягивающий обратно врагов, или стан. Все по потребности рейда. Наконец, шестой тир. Сон Кинария. Его я буду называть в дальнейшем док. Остальное в 99% случаев неиграбельно. Это и есть та изюминка, которую дали фералу в Пандарии. С этим талантом после использования Healing Touch вы получаете баф с 2 стаками. Этот баф увеличивает урон следующей вашей дамажащей обилки на 30%. В основном мы будем это использовать для финишеров. Только представьте, что каждый ваш рип становится на 30% сильнее. Это же просто сказка. Но об этом поговорим поподробнее, когда будем рассматривать наши возможности в нанесении урона. Символы. Теперь полезных не очень много, а из обязательных всего один. Символ дикости, который позволяет юзать Savage Roar без комбо-поинтов. Из полезного. Символ тревожного рева увеличивает радиус применения. И символ полосования. Под Tiger's Fury и Берсой не нужно стоять сзади для шредов. Все остальное очень ситуативно и можно ставить по вкусу. Статы и приоритеты. По-прежнему Агила наш праймари стат, перевешивающий все остальное до осады Аргримара. Там будут свои нюансы и вторичные характеристики станут бафать нас сильнее. Далее у нас хит, экспертиза. Я бы рекомендовал играть в капе, держа оба стата на 7,5%, чтобы избежать промахов и парирования. Теперь это стало действительно важно. Остальные вторички выглядят так. Мастере, потом крит, потом хоста. Мастер увеличивает урон от блидов, а это наш основной урон. Крит дает возможность получить 2 комбо-поинта за раз, а хоста влияет на скорость регена энергии. Поэтому рефордж выглядит так. Хит, экспертиза, мастере, крит, хоста. Опять же, за исключением хита и экспертизы, все поменяется после получения тринки Роро. Профессии. Их мы рассматриваем только по принципу максимизации ДПС. Это инженерия из-за перчаток и тейлоринг из-за нашивки на плащ. Допускается в самом начале алхимия из-за хорошей тринки, но после получения бисовых триник алхимия теряет свою актуальность. Гемы. Мета выглядит так, потом меняем на мету за легендарную цепочку квестов. Красная агила, оранжевый агила плюс мастере, фиолетовый агила плюс хит. Внимание, это тип гейминга, который мы будем использовать до получения тринки Роро, после приоритеты поменяются и разнообразие камней тоже. Чантинг на ваших экранах. Обилки. Здесь мы поговорим только об обилках, которые относятся к нанесению урона. По-прежнему у нас есть обилки с прямым уроном, обычно они генерируют комбо-поинты, и блиды, они же кровотечения, наносящий урон в течение какого-то времени. Блиды, как и в Катаклизме, можно клипать, то есть перевешивать, получая дополнительный тик этого блида. Комбо-генератор. Мангл. Внимание, теперь наш основной комбо-генератор. Продлевает рип на 2 секунды 3 раза и больше не увеличивает урон от блидов. Мангл дамажит слабее, чем шред, но и стоит дешевле. А каждая единица энергии у нас теперь на счету. Кроме того, обилки с прямым уроном, типа мангла и шреда, не являются нашей основной частью дамага. Большая часть урона у нас от блидов. Рейк. Прямой урон при наложении и урон от тиков. Стремимся к аптайму этого блида в 100%. Шред.
Дорогая и сильная обилка. Мы ее будем использовать в двух случаях: под берсерком и при проке клиркаста, при условии, что на цели уже висит взбучка. Продлевает рип на 2 секунды 3 раза и наносит увеличенный урон по целям с бледами. Ravage. С него мы будем открываться. Финишеры. Savage Roar. Увеличивает весь исходящий урон на 40%. Стремимся к аптайму в 100%. Рип. Наш основной блид. Стремимся к аптайму в 100%. Ferocious Bite. Его использовать мы будем реже, однако на 25% становится нашим основным финишером, так как он продлевает рип на цели. АОЭ. Взбучка, она же трэш. АОЭ блит на всех окружающих противников. С берсерком или при проке клиркаста мы будем ее использовать и в соло-таргет. Свайп. Прямой дамаг по окружающим целям. Теперь дает комбо-поинты и наносит больше урона по целям с бледами. Утилитарные обилки. Tiger's Fury. Восстановление энергии и увеличение урона на 15%. Желательно юзать под рейк и дамагующий финишер. По-прежнему нельзя юзать во время берсерка. Берсерк. Снижение энергозатрат на 50%. Перед использованием желательно скастовать Tiger's Fury. Симбиоз. Новинка из Пандарии. Друид может наложить этот баф на союзника, и оба они, в зависимости от класса и спека, получат по обилке. Для Ферала интересно Warlock, дает обилку Soul Swap, которую он может перекинуть все свои блиды на другую цель. Рога, перенос комбо-поинтов на другую цель. И для сейвов Priest, Dispersion и Паладин для бабла. Клиркаст вызывается автоатакой. Делает следующую обилку бесплатной. Его мы тратим на взбучку, или если уже на цели есть взбучка, юзаем шред. В случае, когда нам срочно нужно набрать комбо-поинты, игнорируем трэш и бьем шредом. Predatory Swiftness. После использования финишера есть шанс получить баф, который сделает каст некоторых обилок мгновенным. Если финишер был использован с 5 комбо-поинтами, шанс получить баф 100%. Теперь нам эта способность критически важна. А как шпилить-то? Вот мы и подобрались к самому важному. Базово все осталось так же. На себе держим СР, на цели рейк и рип. На 25% бьем ФБ, продлевая рип. Но теперь Ферал стал по-настоящему динамичным и требовательным. И все это из-за таланта Сонкинария. Как я уже говорил, это баф с 2 стаками. Каждый стак увеличивает урон следующей дамажащей обилки на 30%. Получить этот баф мы можем после каста Healing Touch. Его мы, конечно, за некоторым исключением не будем стоять и кастовать. Мы будем его кастовать инстантно, имея на себе баф Predatory Swiftness. Swiftness висит на нас 8 секунд. То есть для того, чтобы каждый раз финишер был с бафом дока, нам необходимо научиться набивать 5 комбо-поинтов за 8 секунд. Как это сделать? Начнем с базового опенера. Начинаем с прикаста Healing Touch, далее Stealth, Savage Roar, Ravage, Break. Теперь набиваем комбо-поинты через Mangle. И на 5 комбо-поинтах появляется вилка. Можно бафнуть рип сразу же, затем SR с нулем комбо-поинтов, Tiger's Fury, Berserk, затем снова набить 5 комбо-поинтов шредами, скастовать Healing Touch, получить баф док и дать новый рип, уже усиленный. А можно на первых 5 КП сдать Savage Roar, дальше Tiger's Fury, Berserk, шредами набрать 5 комбо-поинтов, Healing Touch и дать усиленный рип. И тот вариант допустим. Фералы поопытнее ориентируются на то, прокнул им крит или нет, так как критовый удар дает 2 КП и соответственно набрать 5 получается быстрее. Кроме того, Healing Touch можно использовать и на 4 комбо-поинтах. Один стак вы потратите на 5 КП, а второй на сам финишер. Иногда вы можете рискнуть и дать Healing Touch на 3 КП в надежде на крит. А дальше все по приоритету. На себе SR, на цели рейк и рип. Только теперь мы держим в голове, что финишер должен быть скастован под бафом дока, а значит спамить обилками нам нельзя. То есть иногда вы будете буквально уходить в простой перед использованием финишера, копить энергию до уровня 80+, давать финишер и потом спокойно набивать новые 5 КП за следующие 8 секунд. Делать это с талантом Душа Леса значительно легче, поэтому пока вы будете осваиваться, рекомендую взять его. А как только почувствуете, как в это играть, можно смело начинать тестить трантов. На самой заре, пока Ферал бегает в обносках при рейде и Т-14, при неудачных стечениях обстоятельств вы поймете, что не успеваете набрать 5 КП до спадения бафа Swiftness. Скажем, на 3 КП у вас уже заканчивается баф Swiftness, и вы понимаете, что не успеете набрать 4-5 КП, кастуете Healing Touch на 3 КП в надежде, что следующий удар будет критовый, а он не критовый. И у вас 4 КП и 1 стак от дока, ну то есть финишер будет голый. Так вот, совсем не зазорно сделать 5 комбо-поинтов, выйти из формы, скастовать Healing Touch и кинуть усиленный рип. За время каста вы пропустите несколько автоатак, но это будет не так критично, как слабый рип на цели. Однако, тут тоже стоит подумать, успеете ли вы с кастом, если на вас заканчиваются проки, потому что если напроково нормально, то рип без дока может оказаться сильнее, чем рип с доком, но без проков. И здесь же снова упомяну про капы хита и экспертизы, потому что когда у вас всего 8 секунд на набор 5 КП, каждый промах или парирование станет для вас катастрофой. С опытом получаться будет все лучше, в том числе из-за гиров, и такие ситуации уйдут в прошлое. Теперь по поводу рипа и ФБ. В отличие от катаклизма, ФБ не обновляет силу рипа и продлевает его, а просто продлевает.
Что это значит? Это значит, что подходя к отметке в 25%, мы должны повесить самый жирный снапшот со всеми проками, бафами, потами, а дальше остаток боя продлевать этот снапшот через ФБ. И если до 25% вы себя в рекаунте Skadi Details не видели, что странно, но допустим, то после 25% вы увидите, как ползете вверх, потому что перманентный сильный рип – это вам не шутки. Сам же рип в течение боя, а также рейк мы будем постоянно перевешивать на более сильный, если у нас что-то прокнуло. В целом вы привыкнете к таймингам проков и поймете со временем, какой по счету рип вам нужно перевешивать, и будете заранее к этому готовиться. Здесь просто нужна практика. АОЭ файты. Возможности в АОЭ у Ферала по-прежнему невысоки. Если целей больше чем 3, то мы кидаем трэш, а потом бьем свайпами, держа в таргете основную цель, чтобы на ней копились комбо-поинты. На 5 КП можете дать рип или обновить СР, это ситуативно. Если целей 3 и меньше, то лучшей тактикой будет постараться держать на всех целях рип. Это может показаться непростым, но с практикой станет проще ориентироваться в своем пуле энергии. Отдельно поговорим про нашу прелесть – Роро. Это волшебная тринька, падающая в Т-15 с лейшейни. Что она делает? Она смотрит на наши вторичные статы, искусность, крит-хаст, выбирает два самых низких значения, суммирует их, умножает на 2 и прибавляет к тому, что выше, обнуляя низшие. Сейчас объясню. Например, у меня 110 искусности, 80 крита и 20 хасты. Тогда Роро сложит крит и хаст, умножит их на 2 и прибавит к искусности. Получаем 310 искусности, 0 крита, 0 хасты. На самом деле крита 0 не будет, потому что тринька обнуляет только значение вторичных характеристик. Крит, который вы получаете от агила на гире, чантов, гемов, проков, останется. И вот получается мы забафали насмерть свой самый сильный вторичный стат и кастуем очень сильный рип. Но с получением этой триньки меняется приоритет статов. Теперь мы не загоняем статы беспрекословно в мастере. Теперь мы будем геймиться, чантиться и рефоржиться по пропорциональной формуле 1 к 1 к 1 плюс 1. Что это значит? В прошлом примере у нас было 110 в мастере, 80 крита и 20 хасты. 210 в сумме. С получением этой триньки мы будем статы загонять в примерно следующие значения. 72 в мастере, 69 крита и 69 хасты. Также 210 в сумме. Теперь посчитаем с таким видом рефоржа. 69 плюс 69 умножить на 2, прибавить 72 и получаем уже 348 искусности при проке. Цифры примерные, к ним не придирайтесь, важен итоговый результат, исходя из суммы всех значений. А еще эта тринька РППМ. Это значит, что если ваши предки служили кошкам в Древнем Египте и кошачий бог вам благоволит, она может прокать хоть подряд без остановки. На деле, конечно, так не будет происходить, но проблема с РППМ-триньками – это невозможность их отследить, у них нет внутреннего КД, а значит вам придется научиться быстро принимать решения. Нет, прям очень быстро, вы это поймете, если почитаете описание второй бисовой триньки в Т-15 Ренитаки. А уж в паре с детонатором из осады Аргримара тем более. Но если уж они вам вместе прокнули к 25%, к концу боя ваш дамаг улетит куда-то в стратосферу. Эта тринька делает Ферала одним из лучших, если не лучшим туннелером в игре. Кроме того, она вам будет бисовой до конца Пандарии. В идеале, конечно, полутать героек Thunder Forged, но даже версия LFR 502 айтем левела будет вас бафать сильнее, чем что-либо еще. Если мне не изменяет память, то талисман Харома в осаде Аргримара в паре с детонатором, это еще одна бисовая тринька из Т-16, будучи героек Warforged, бафнет вас больше, но до этого момента даже LFR версия Роро выглядит сильнее всего остального. Ну а героек, особенно Thunder Forged версия, с вами Додренора Classic. Аддоны. Ввиду того, что теперь нам стали действительно важны силы наших блидов, то необходимо использовать аддоны или викауры, которые трекают силы блидов. На старом клиенте Pandaria работает и Druid Focus, и Avdots, и викаура, но полагаю, что к классике аддоны никто не будет адаптировать, просто напишут викауру, которая будет трекать силу блидов. Это нам важно и для конечного снапшота, и для перевешивания блидов на протяжении основного времени боя. Итак, вы потренировались, у вас все стало получаться, а теперь вы ищете способы поминмаксить. Прекрасно, они в Pandaria есть. Первое – это припул сеты. Нам нужен сет Т8 4 куска, которые дадут увеличение длительности СР на 8 секунд. Помните про вилку на базовом опенере? Дать рип без дока или бафнуть себе длинный СР после первых 5 КП. С 4 Т8 эта дилемма исчезает, потому что наш СР на опенере будет 20 секунд. А этого более чем достаточно, чтобы сначала кинуть один рип, потом под доком сразу же второй, и если вам попрет на криты, то вы даже можете успеть воткнуть один ФБ. После чего снова дать СР с нулем КП, набрать 5, бафнуть длинный СР, а дальше уже действовать по стандартным приоритетам. Для использования этого сета вам нужен макрос, который позволяет вам быстро менять гир перед пулом. Еще один припул – стартовый пандарийский PvP сет. Помните, как в Вотлок Ферала перед пулом спамили лапку, чтобы выдавать прок клиркаста? В Пандарии клиркаст вызывает только автоатака, однако у нас есть возможность сделать первую обилку на опенере, Ravage, бесплатной. Тут и пригодится PvP сет, который при наличии 4 кусков через 30 секунд после надевания даст вам баф, который позволяет ударить Раваджем бесплатно, без стелса, без требований к позиционированию.
Оглядываясь на вышесказанное, ваша подготовка к пулу выглядит так. За 40 секунд до пула надеваем PvP сет, можно и раньше, получаем баф на бесплатный равидж. За 10 секунд до пула кастуем Healing Touch, получая заряды док, далее надеваем Т8 и за секунду до пула юзаем макрос, который бафает СР, сменяет гир на актуальный, выпивает припод. По вкусу можно добавить стелс и нитробусты. Профит. Следующий пункт – это отслеживание обилок. В идеале иметь или викауру, или аддоны, которые отслеживают КД ваших обилок и проков, например, тринкетов, чтобы подгадывать сильным рипом. Кроме того, иногда вы будете ловить рассинхрон ваших тринкетов. Если вы понимаете, что к 25% вы не получите плюс-минус одновременного прока обеих триник и ваш снапшот рипа не получится таким сильным, нажмите Escape и уберите руки от клавиатуры. Буквально. Дайте обеим вашим тринкам выйти из рассинхрона полностью или почти полностью, и потом снова начинаете дамажить. Желательно распланировать это заранее, обвесив цель блидами, насколько это возможно, пусть даже без док. Итого за время простоя вы потеряете лишь несколько автоатак, что в сравнении со слабым снапшотом вообще ничтожно мало значения имеет для вашего итогового ДПС. Пиньята. В Пандарии добавили классную игрушку – Огрская пиньята. Это по сути манекен на одну тычку. Их активно используют варлоки, чтобы разгоняться до полубосса и пулить максимально заряженными. Ну и мы можем использовать эту пиньяту. Выглядит это так. На трэше перед боссом мы бегаем с симбиозом Роги, на последней умирающей цели набиваем 5 комбо-поинтов, ставим пиньяту, перекидываем на нее свои 5 комбо-поинтов и если это нужно, скидываем симбиоз и берем другой. Комбо-поинты не пропадут. С Т8 у вас с пула будет баф СР почти целую минуту. Неплохо же? Расчехляйте пулеметы СФБ. Или готовьте проклятие на того, кто убьет пиньяту до пула. И еще раз про Роро. Роро мы используем для разгона мастери. Мастер отвечает за силу наших блидов, в числе коих находится и Рейк. Рейк наносит один прямой урон при наложении и дальше тикает, как и положено блиду. Удивительно, но факт. Искусность разгоняет не только тики, но и тот прямой урон при наложении, причем настолько, что тот становится сильнее мангла. Станет ли Рейк сильнее Шреда, не уверен, нужно дождаться нормального симкрафта. Но в любом случае при проке Роро нашим основным комбо-генератором становится внезапно Рейк. Если упороться совсем, то надо отследить проки на себе и не долбить постоянно Рейком. И когда он станет слабее последнего наложенного, можно снова перейти на мангл. Немного о самом проке Роро. Если вам повезло и в момент прока у вас было 5 КП с доком, кидаете рип, набиваете 5 КП, ждете конца прока руны и под самый конец кидаете еще раз этот мощный рип. Тем самым суммарно рип под руны будет дольше, а кроме того из-за клипа блида вы получите на 1 тик сильного рипа больше. БР Вивинг. На него времени не будет, разве что на АОЭ файтах в дополнение к кошачьей взбучке прыгнуть в медведя и дать еще медвежью. Если вы играете на пандарийской пиратке, то вам необходима софтина под названием Катус. Это кошачий симкрафт, продуманный до самых мелочей еще во времена актуальной Пандарии. Он поможет и с рефорджем при наличии Роро, с различными тестами, условиями, но думаю, что к выходу Панды Classic нынешний симкрафт все эти аспекты продумает и отдельный софт станет ненужным. Все вышеперечисленное справедливо по отношению к старому клиенту WoW патча 5.4.8. Panda Classic будет играться на новом клиенте и возможно там будут какие-то изменения, но я не думаю, что глобальные. Так что держите нос по ветру, терзайте манекен и удачи!